Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Настал тот час, когда мы снимаем сравнение этих двух машин. Кто первый раз на канале и не знает, это мои машины. P6 у меня уже 6,5 лет во владении, Audi 1,5 года. По им обоим есть плейлисты на канале, я все про них рассказывал. Audi-то вообще с момента покупки до теперешнего момента. Все замечательно, все с ней хорошо. С Passat'ом то же самое, по Passat'у в прошлый раз было видео по сезонным затратам. И в связи с этим здесь не будет технических подробностей про эти машины, потому что я уже давно все это рассказал, показал. Единственное, что они на одной и той же платформе построены. PL46, PQ46, потому что Q это поперечное расположение двигателя, L это продольное. И в связи с этим разные ощущения у машин возникают. Если распахнуть глаза пошире, то можно увидеть, что тут поперек, а тут продольные моторы стоят. В связи с этим разная управляемость, маневренность, об этом расскажу. Кстати, лайфхак вам насчет дублера поворотника. Эта деталь подходит и на Audi A6. A6, C6 тоже самое стоит на ней, та же самое стоит, вы видите. У нас был продан семейный наш автомобиль Seat Alhambra, там такие же стояли. 4-й Golf, Bora, Jetta, то же самое, это там все стоит. B5 Passat рестовый у нас тоже был обзор, тоже на нем такой же дублер. И на моем B4, помните, бордовый, когда у меня был, он был на канале. То же самое на нем было, только был оранжевый. Я не менял, потому что это, мне нафиг это не нужно было, грубо говоря. Но можно поставить и белые. Многие B4 ездят, они с белыми дублерами. Так что, если будете искать на каких-то сайтах, разборках именно такие дублеры, то если на A4 таких нет, можете искать на A6, это все подходит. Так что не бойтесь, ребят, это ВАК. Я прошу прощения за то, что машины слишком чистые, потому что я на них езжу очень редко и медленно. И насчет отзыва по технической части сразу. Здесь достигается разумная экономия. В чем? Так как автомобили на одной платформе, у них, разумеется, те же самые ступицы, вернее, размеры их, соответственно, диски, шины одинаковые. А это достаточно хорошая экономия, ребят. Когда у вас два автомобиля в семье, и, разумеется, масла, охлаждающая жидкость, тормозуха, там диски, шины, все одинаково. Это достаточно хорошая экономия на расходниках, на обслуживании, потому что эти вещи вы меняете постоянно. А уже какие-то более серьезные поломки, неисправности, здесь уже, да, каждому все свое. Но тем не менее. И опять же, насчет технической части, что по ней уже закончить, здесь у обоих 2-литровые дизеля, здесь Common Rail на Audi с форсунки, здесь 189 мотор, здесь 188, я об этом рассказывал в обзорах. И все же Common Rail, да, немного порезче, чем 188 серия. Соответственно, звук работы другой, и Common Rail немного резче и быстрее. Не зря Common Rail начали применять, потому что он все равно лучше. Но с точки зрения, как я рассказывал, о 8 клопах, здесь такого недостатка нету, потому что коллектора по разные стороны от ГБЦ. Они выпускной жарит впускной. Я это писал на форумах, многие люди смеются, не понимают, что ты выдумываешь. Но, тем не менее, я замечаю, что это есть, и 10 человек из 100-150 со мной соглашаются, и также наблюдательные люди говорят, да, есть такой маневр, когда вот вы покупаете 8-клоп, ездите там уже примерно около часа по городу, в жаркую погоду, уже чувствуется, что машина не так резко едет. Потому что физику не обыграешь, выпускной коллектор жарит впускной, как у меня было на B4, на 5-х Passat'ах, где 1.9 8-клоп, и коллектор один под одним расположен. Поэтому резкость в автомобиле теряется. Здесь такого эффекта нету, потому что коллектора по разные стороны. И насчет кузовов. Audi и Passat не в плане их коррозионной устойчивости и так далее. Качество металла примерно одинаково, и обе машины перекрашены. По Audi отдельный был проект и ветка на канале. Я ее обработал. Passat тоже перекрашен в свое время, но не так, как Audi. Здесь пороги заменены. Там просто поверху облили еще раз заводскую краску. Слава богу, ничего не вылезает. По Audi тоже ничего не вылезает. Passat также обработан. Но здесь я про кузов, именно про габариты. В том плане, что на Audi по городу ездить
так скажем, удобнее. Потому что все же она уже. Passat 182 сантиметра, она 177,2. То есть 5 сантиметров в ширине. Но это не так, конечно, критично, но более-менее все равно Audi как-то не такая раздутая, как Passat. По ширине бамперов все более компактная машина. А самое главное то, что в длину Passat 4,77, она 4,58, 19 сантиметров длины. Это уже аргумент, особенно когда чайники ставят машины так, что, блин, целого парковочного места между машин при задней парковке у вас нету, и каждый сантиметр роль играет. Это каждый миллиметр уже играет роль. Поэтому парковаться на ней все же проще. Но самое проще на Mitsubishi, он еще короче, там 4,28, по-моему, его длина. Вот, поэтому проще Audi. Но преимущество Passat это, конечно, наличие парктроников в нем, именно в его комплектации. В Audi их нет. Вообще, в принципе, и Audi можно купить с парктрониками. Это не вопрос. Просто в комплектации ее этого нету. У Passat есть. Я сначала думал заморочиться установить, но решил, что в принципе мне это не нужно. Достаточно будет, если что, камеру заднего вида установить, и этого хватит. И Passat есть без парктроников, Audi есть с парктроником. Поэтому здесь для меня минуса нету. Но сзади, конечно, больше места у Passat. Здесь наглядно видно. Хотя колесная база там тоже около 5 сантиметров отличается. Но наглядно видно, что Audi меньше места сзади, чем у Passat. Ну, у Passat видно, что сзади места больше. Тут больше моей кисти. Но мягкое сиденье и там комфортное. Поэтому, я не знаю, там диван мягче, лучше. То же самое кресло. Но вот пространство салона больше у Passat. Это не отнять. По шумоизоляции я не сравнивал, где тише. В Passat, в Audi. С шумомером не бегал, но вот чуть жестче лежачий полицейский Passat отработал. Потому что все равно спереди Макферсон. Passat, получается, наклонен на передок больше, задняя часть чуть выше. И получается жесткость передней части, когда вот в яму влетаете, за счет мягкого зада машина отрабатывает как амортизатор. В Audi получается зад более жестче, морда мягче, и она вот именно передком, мягкостью передка клюет. Passat больше играет задней частью. Многие задирают переднюю часть с Passat, тоже вот выравнивают эту полосу, ну, молдинг, который хотя по заводу идет перед ниже, задняя часть выше. Но задирают передок, сзади становится жестче, и когда с задним колесом влетаете в яму, сразу как кувалдой по спине, блин, сразу чувствуете это. Passat такой, он за счет поперечно расположенного двигателя не такой маневренный, но он идет как по рельсам. Вы идете по трассе, как на рельсах, блин. Но не сказать, что он неповоротливая такая баржа, но более уверенно он так идет. Скажем так, Audi более маневренная, Passat более такой для прямой, а не для маневров и резких перестроений. Вот. Поэтому для повседневного постоянного использования даже по трассе идеальны оба. Стритсракера, я не думаю, что кто-то будет из себя строить. Поэтому и там явно выраженных преимуществ нет. Но на Passat как будто увереннее себя чувствуешь, когда идешь по прямой. Как будто, блин, идет реально по рельсам и стелит свою дорогу. Audi подстраивается под любое дорожное полотно. Я не знаю, как это объяснить, но лучше это все же попробовать. Хотя и там маневренность автомобилей, там резкое перестроение, обогнать, все это возможно, все хорошо. Опять же, за счет задней многорычажки это не проблема, потому что, в отличие от балки, машину никуда не тянет. Ни в какую сторону. Опять же, сопоставимы по динамике. Тут победителя нету. По расположению тут удобно, комфортно мне находиться. Там также мягко, не жестко, тихо. Замечательно, одним словом. Никаких претензий. Хотя и на Passat тоже можно резкий маневр сделать, его никуда не тянет. То же самое, как с Audi. Но Audi более мягкая своей передней осью, и маневренность у нее получше за счет продольно расположенного двигателя. Но это физика. В целом, состояние у него отличное, он обработан, сделан. И еще планирую летом его заново обработать, потому что уже прошел какой-то кусок времени. И
он не продается, потому что я не вижу смысла покупать B8, теперешние, да, там более современный 288 мотор, но по динамике он не так отрывается от B6 того же, со своими 300 моментами, здесь 320, там 150, здесь 140 сил. То есть там 1,2 разгон до 100 отличия. А так машины одинаковые в плане динамики, в плане надежности, никаких претензий. Но в плане цены за этот, ну там, может, дай бог, там 9 ему дадут. За десятку его никто не заберет. 9, дай бог, ему дадут, и то будут торговаться. За 9 тяжело его отдать. Состояние у него наипрекраснейшее, потому что здесь ни одного мененного, вареного элемента, ничего этого нет. И покупать в 2 раза дороже. У него 280 тысяч километров пробега. У B8, которые сейчас уже гонят, там тоже 220, 240, 260. Уже тоже нормальные пробеги. А стоимость в 2 раза выше этого. То есть ты покупаешь, вот я, допустим, если при продаже этого автомобиля, потому что мне человека 3 в неделю стабильно пишет насчет продажи B6. Поэтому, ребят, отвечаю, он не продается. Нету смысла его продать, отдать 2 раза больше на B8 и получить такие же возможные проблемы. В том плане, какие-то сзади все равно уже сайлентблоки раздолбались, рассохлись от старости, потому что B8 тоже там 5, 6, 7 лет будет, это уже нужно будет менять, потому что они тупо от старости уже где-нибудь рассохлись. Что-то нужно будет поменять, там какой-нибудь суппорт заклинить, также магнитное кольцо развалилось какое-нибудь, и будет какой-нибудь датчик свистеть, так же, как было здесь. У меня заднее левое сдохло, кольцо развалилось, я поменял, поехал, все хорошо, потом правую ступицу правую поменял, и все, эта проблема ушла. Суппорта, все остальное. Вот эти проблемы могут также вылезть на B8, которые я здесь уже решил. И пробеги те же самые, цены 2 раза. То есть нету смысла. Поэтому в планах, я думаю, я это сниму, кому будет интересно, замена мультимедии, осовременить немного автомобиль, на мой взгляд, чтобы я хотел бы в нем еще видеть и продолжать на нем кататься, потому что состояние решает все. А самое главное решает, конечно же, цена. Ну, цена плюс состояние. Поэтому доволен, друг не подводит, радует, наслаждаюсь и катаюсь. Все хорошо. Кстати, может, вам будет это полезно знать. Там одно целое. Я поменял задние ступицы, проблема ушла, что магнитное кольцо новое, все хорошо, все работает. Колесо. Но здесь подшипник отдельно, и это магнитное кольцо расположено на подшипнике, то есть ступицу здесь менять уже нету смысла. По ощущениям, по динамике разницы никакой, отличие только вот кнопка электроручника, здесь уже механический ручник снял. Так, отличий никаких, мягко, комфортно, удобно, в салоне наслаждаюсь, супер. Вот, мягко напрыгать через лежащие полицейские, конечно, можно не тормаживаться, лучше, конечно, оттормаживаться, потому что рычаги не дешевые. Audi больше играет за счет мягкости передней подвески, потому что спереди многорычажка, 4 рычага на каждое колесо, и сзади то же самое. В итоге получаем 8 спереди, 8 сзади, 16 рычагов, вся подвеска Audi 4. Ну и по конструкции задняя ходовая идентична с Passat на 100%, в плане там рычаги, может, чуть отличаются по форме своей, но по конструктивному и по работе все совпадает идентично. Передняя часть мягче, и Audi стоит ровно, как будто на пневме. Задняя часть в одном положении более жесткая, а играется за счет мягкости передка. Она кивает больше передком. Так как продольное расположение двигателя, поэтому Audi более маневренная, более резкая на прямой. На Passat приятно валить по прямой, он идет как по рельсам и рубит свою дорогу. И здесь маневренность, обгон, ну, на ней так поддержить в потоке приятнее и удобнее ездить по городу, потому что она все равно покороче, чем Passat. Ну и более такая вертка, на ней это интересно исполнять. На Passat больше валить по прямой. Хотя да, резкий маневр на Passat можно сделать, но на ней приятнее. Вот. Динамика одинаковая, шумоизоляция, мне тихо и комфортно, и там шумомером я не мерил, все замечательно. Поэтому таких кардинальных отличий нет. Есть такие вот пункты, по которым они отличаются и ведут себя иначе немного. Но в целом это одна и та же машина.
Поэтому никаких таких вот отличий не может здесь быть, в принципе. Единственное, да, там крутелки, здесь кнопочное управление, вот, печка и климат-контроль, ну, кондеем-мандеем. Конечно, обижает это отсутствие круиз-контроля, но блок стоит 60 белорусских рублей и прошивается компьютером, там несложно, везде на драйве полно информации. Я думаю, я это сделаю. Поставлю, здесь будет круиз, так что... И можно поставить тоже мультимедию более современную, вот как было на Passat CC, вот я снимал, помните? Там единственное, что нужен блок, чтобы кнопками на руле можно было управлять мультимедией. Но у меня нету кнопок ни в Audi, ни в Passat, поэтому более современную мультимедию можно установить. Будут соцсети, YouTube там, Bluetooth, хотя Bluetooth и так есть, это все вшивается в родной мафон. Но вот YouTube, все соцсети более посовременнее. Также вот можно камеру заднего вида установить, то есть осовременить немного автомобиль. И он не так будет сильно уступать более современным. Если взять Audi 18-19 года, да, там более систем навороченных, но этим, как правило, мало кто пользуется. Сколько я уже с владельцами, сколько я обзоры снимал, машин тестировал. У всех поголовно практически отключены все эти системы. Слежение за полосой, ограничение скорости, все вот это подключено, потому что люди уже жалуются, говорят, блин, по любому поводу, без повода машина пищит, трещит нафиг и отвлекает своими этими. Говорит, и я объезжаю на наших идеальных дорогах. Она думает, что я устал и отклонился с полосы движения. Вот. Поэтому из большинства систем, кроме климата, круиза, ну, парктроников, камеры заднего вида хочется, да, Bluetooth, там, мультимедии современной хочется вот этого. И больше, в принципе, ничего. И этим машину можно оснастить, дооснастить, вернее, не меняя сам автомобиль, потому что кузов привели в порядок, технически она отличная, поэтому тоже смысла нету менять, и она не продается. Вот. Расположение удобное, комфортное, и на дальняк на ней удобно ехать. Может, не так удобно будет задним пассажирам, потому что места все же поменьше, но, тем не менее, на дальняк на ней не в напряг. Приятно и хорошо. По эксплуатации, честно говоря, машина покупалась, я уже рассказывал. То, что я был постоянно на телефоне, примерно представлял, сколько я потрачу на машину, во сколько она мне встанет. Но машины дорожают, там уже заметно постоянно, что машина дороже, с каждым годом подрастает в цене, по чуть-чуть, но подрастает. И я понимал, что я на ней не наварюсь, но и ничего не потеряю. Я ее приведу в хорошее состояние, за такие же деньги примерно и продам. Ну и плюс самому наслаждение, я буду ездить на автомобиле с более хорошим кузовом, технически более исправным. Здесь по технике все было хорошо. Кузов мы привели в порядок. Вот. И я думал, куплю, сделаю, продам. И зиму не откатаю, большинство зимой насиловать не буду. То есть я ничего не потеряю, даже выиграю в этой ситуации. Вот. Но машина мне, честно говоря, зашла. Я на ней катаюсь, блин, в кайф. Технически все отлично, кузов привели в порядок. И расставаться не хочется. Машина реально зашла, класс. Я кайфанул. Хотя в Аке и так, знаю, прекрасно понимал, что получу от нее. Но, блин, тоже 16 стекло, прет она хорошо, все болячки, косяки мы устранили. Ну и машинка зашла, поэтому избавляться от нее не собираюсь. А насчет обслуживания, затрат ремонтов, вот, у нас и фуры жестче ездят, чем легковые автомобили. Подрезал всех и обогнал. Легковые автомобили фуры обгоняют. Где вы такое видите? В Европе сразу такое прессуют. А у нас, блин, все возможно. И фура будет с легковой машиной тягаться кто быстрее на трассе и в городе. Кстати, недавно с фурой я тягался. Ну как тягался? Я стартую со светофора, она со мной. Я 60, она 60. Там уже было знак ограничения 70. Я 70, она 70. И она мне уже обгонять собирается.
Думаю, ну ты парень, блин, крут нафиг. Остановить 20 тонн моментально. Ну, к примеру, легковой этих 1,5 тонны можно моментально остановить. Интересно, как он фуру собирался остановить моментально, если вдруг дети выскочат из жилой зоны какой-нибудь. Насчет зимней эксплуатации, здесь заменено мною только левый наружный шрус и нижний рычаг левого колеса, потому что вот шаровая опора здесь несъемная, в Passat Макферсоне они съемные, здесь нет, поэтому поменял нижний рычаг. И шрус, больше ничего. Вместе с работой, ну, там долларов 60-70, может чуть больше, я, честно говоря, уже и не помню. Поэтому ничего с ней интересного, ничего нового. Катаемся, наслаждаемся, все хорошо. Ой, еще одна такая же подъехала, тоже 2-литровый дизель. Только в состоянии за отстой. Я успел заметить левую сторону, ее нужно будет переделывать. Ну, парень в очках, все нормально. Ну, а на этом все. Что я хотел сказать, я сказал. Я люблю эти машины, они мне зашли, и мы с ними не расстаемся. Все хорошо. Если будут какие-то новости, я буду снимать. Подписывайтесь на второй лайв-канал. Там многие такие мелочевки будут выходить. Там пару минут длительности видео. Я думаю, что многим из вас это будет интересно. Вместо того, чтобы смотреть полноценное видео, такие короткие вставки как раз там и будут. Поэтому ездим, наслаждаемся. Это ВАК, мне приятно. Поэтому подписывайтесь, расскажите о нас друзьям, ставьте лайки. Счастливо, увидимся.